Сегодня мы с вами в Иерусалиме. В квартале Мамила. И сейчас мы с вами зайдем на улицу с таким же названием. Это торговая пешеходная улица, которая находится в старом городе и ведет прямо к Явским воротам. Сейчас мы с вами зайдем на нее и посмотрим, чем же она примечательна. Ну что ж, торговая улица Мамила. Чем же она примечательна? Это пешеходная торговая улица. Испокон веков эта улица была торговой. Сначала это был обычный квартал с магазинами, какими-то лавками. Это был не очень богатый, бедный район. Но после 1967 года, после войны 1967 года, приняли решение обустраивать этот квартал, вкладывать сюда деньги. И сейчас он превратился в торговую улицу с очень большим количеством брендовых магазинов. Но чем лично мне нравится эта улица, не то, что здесь можно, конечно, сделать отличный шопинг, купить, насладиться различными товарами, посидеть в кафе, но я люблю приезжать сюда в шаббат. В шаббат, когда мало народу, когда все магазины закрыты, когда не работают кафе, очень мало посетителей. И вот именно в это время вы можете насладиться произведениями искусства. Экспозицию скульптур различной высоты и различных стилей скульптурного искусства. Эта художественная экспозиция каждый раз меняется. То есть каждый раз, приезжая в Иерусалим, ты попадаешь на новую экспозицию. Это не просто музейные экспонаты. Все эти скульптуры можно купить. Они продаются. Так что, приехав в Иерусалим, вы можете не просто посетить этот старинный древний город, но и приобрести произведения искусства. Мы отправляемся с вами вперед. От начала этой улицы до самого конца эта улица упирается прямо в Явские ворота. Мы по ней пройдем и посмотрим. А я вам расскажу немного об истории этого района и именно вот этой улицы. Можете обратить внимание на стены. Стены каждого здания почему-то расписаны непонятными номерами. Но это не просто так. Когда приняли решение к реконструкции вот этой вот улицы, вот этого района, не разрушили здесь все, не оставив камня на камне. Это все-таки история. Чтобы расширить эту улицу, нужно было освободить от старой застройки. Поэтому все старые дома аккуратненько разобрали, каждый камушек подписали, перенесли и сложили вот все, как они стояли до реконструкции. Так что каждый камень здесь это просто эксклюзив, это история. Каждый камень дышит историей, и каждый камень находился здесь не вчера и не позавчера, а можно сказать, у него многовековая история. Вот эту улицу реконструировали, расширили, построили здесь гостиницу. И эта улица известна всем богатым выбором брендовых магазинов.
улице Мамила возвышается монастырь святого Винсента де Поля. Свое название монастырь получил в честь французского монаха святого Винсента де Поля, который основал орден сестер милосердия в XVII веке. Церковь монастыря представляет собой характерную французскую базилику в стиле романского возрождения. По сторонам западной стены устроены две небольшие башенки, а портал оформлен очень скромно. Над входом в базилику в углубленной нише установлена статуя Девы Марии. Вот так вот обойти. Ты снимаешь? Если вы приедете в этот район в будний день, особенно вечером, здесь очень много народу, здесь открыты все магазины, здесь работают все кафе. Конечно, вечером работает вся вот эта вот иллюминация, и тут очень красиво, очень. Мы дошли до самого конца, прошли эту всю улицу и подошли к ступеням. Поднявшись по этим ступеням, мы выходим напрямую к Явским воротам, и можно зайти в старый город. Мы подошли к стенам старого города, старого Иерусалима, подошли к Явским воротам. Вот это вот древняя мезуза. Напротив башни Давида есть хостел Петра. В этой гостинице даже останавливался Бунин. У него есть рассказ, который называется «Весной в Иудее». И там он писал: «Я жил как раз у Явских ворот, напротив башни Давида».